Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. Сегодня будем говорить про отношения, а точнее про потерю себя в контакте. Я думаю, что все вы переживали момент, когда появляется какой-то прекрасный человек или ужасный человек, и вы понимаете, что в вашей голове он поселился надолго. Вы перестаете думать о себе и постоянно думаете о другом. Сейчас я говорю не только про любовь или не только про восхищение кем-то, но это могут быть совсем противоположные чувства. И этот чужой человек, ну то есть не вы, он постепенно как будто выселяет вас. Помните сказку про зайчика и лисичку, когда лисичка построила дом из льда, и он растаял, а у зайчика была лубиная избушка, и лисичка к нему пришла, зайчика выгнала, и зайчик остался бездомным. Вот то же самое происходит с нами в отношениях, когда мы делаем центром своего мира какого-то другого человека, а сами остаемся бездомными и такими блуждающими душами, которые не могут найти себе приют. Сейчас попробуем разобраться, из-за чего все это начинается и как с этим справляться. Я сегодня подготовила для вас схемы, и на этой схеме схематически я изобразила я как центр мира, и по траектории вокруг него вращается другой человек. В самом начале нашей жизни по этой траектории вращается опекающий взрослый. Вот ОВ, оно как раз обозначает опекающий взрослый. То есть ребенок находится в утробе матери, тогда опекающая взрослая – это мать, ее организм полностью работает на ребенка. Точно так же, когда ребенок рождается, то все знают, у кого даже не было детей, даже если маленького котика завести, то вся жизнь начинает организовываться вокруг него. И вот это вот вращение опекающего взрослого вокруг ребенка – это неизбежный этап, через который мы все проходили, поэтому он запечатлелся у нас в памяти, или как пребывание в утробе, куда мы потом стремимся за безусловным счастьем, или же вот это вот состояние, когда ты лежишь, а вокруг тебя кто-то бегает и полностью обслуживает все твои потребности. То есть в нашей жизни у всех долго или недолго был момент, когда сама золотая рыбка была у нас на побегушках. Я имею в виду опекающий взрослый. И в какой-то момент, когда ребенок начинает взрослеть, то есть он уже может выполнять какие-то обязанности, может нести за что-то ответственность, то родитель или опекающий взрослый начинает снижать над ним опеку и требовать больше. То есть убери за собой игрушки, трехмесячному младенцу не скажешь. Но, допустим, двухлетний малыш уже понимает, что такое убирать игрушки. Годовалому ребенку не скажешь: выброси, пожалуйста, мусор. А девятилетний ребенок вполне может с этим справиться. То есть по мере нашего взросления, наших обязанностей как будто становится больше, во всяком случае, по сравнению с предыдущими периодами. Теперь, я думаю, вы понимаете, почему многие люди не хотят взрослеть. И когда ребенок уже становится более-менее самостоятельным, то родитель его выводит в периферию, то есть ребенок не так, как на предыдущем рисунке центр Вселенной, а ребенок ощущает себя напротив спутником, который вращается вокруг родителя. Это когда мы ищем момент, чтобы у родителя или у опекающего взрослого было хорошее настроение, когда мы пытаемся воздействовать на это настроение и на отношение к себе. То есть ребенок вынужденно манипулятивный, потому что его жизнь напрямую зависит от опекающего взрослого. Точно, это логично и без
каких-то сомнений. Все дети, они заложники и пленники своих родителей, какими бы родители ни были. Потому что ребенок несостоятелен. И вот это вот состояние, что я спутник, особенно после этого первоначального состояния, когда я был солнцем или землей, а родитель как луна вокруг меня вращался, но будет переживаться как понижение статуса. И в этом понижении статуса можно с точки зрения классического психоанализа сказать, что это первая нарциссическая травма. То есть когда я перестал быть центром Вселенной. И вот это вот вращение вокруг родителя, оно воспринимается все время как мученичество. Потому что я уже не центр, мой статус понизился, теперь я должен вращаться вокруг родителей, делать то, что он скажет. Эти требования растут, как будто мне надо все больше и больше. В садик я ходил, потом мне надо ходить в школу, потом в институт, потом зарабатывать деньги. То есть если личность не взрослеет, у нее впечатление, что все самое лучшее осталось в детстве, а тут на нее груз увеличивается все больше и больше. И в какой-то момент родитель должен как бы отпустить ребенка, но это не сразу, а постепенно. То есть ребенок должен раститься так, чтобы родитель, наоборот, ему отдавал больше ответственности там, где он может, чтобы ребенок постепенно учился опираться на себя. То есть вот это вовремя подгрузить ребенка теми обязанностями, которые уже может выполнять, будет встречать сопротивление со стороны ребенка, но с другой стороны, это вклад в его будущее, в то, чтобы он мог опираться на себя сам. И когда родитель выстраивает отношения с ребенком как с ровней себе, то есть с ровней в соответствии с его текущим возрастом, то ребенок уже может сам принимать решения, и родитель видит, что ребенок разумный, он научил его мышлению. Я такую идеалистическую схему рисую. Я еще ни одного человека не встречала, у которого так было. Ну, может, где-то они есть, во всяком случае, можем такую идеальную схему с вами придумать. И вот родитель перестает контролировать ребенка, потому что ребенок опирается на свое мышление, он сам здравомыслящий и так далее, и ребенок уходит в свободное плавание, то есть наступает сепарация. Но это идеальная картина, даже если она состоялась, то ребенок может это все повторить во взрослых отношениях. Вот про те взрослые отношения чуть-чуть позже, через пару секундочек. А так очень часто ребенок представляет свою мечту, чтобы он был опекающим взрослым, а вокруг него вращались все остальные. И беда, когда человек не признает в себе схожесть со своими родителями. Это беда, потому что у человека картина мира искорёжена. То есть мы все похожи на своих родителей, и бессознательно мы стремимся к тому, чтобы вести себя с другими так, как родители вели себя с нами. Потому что это воспринимается ребенком как высшая ступень. Вот это король, вокруг которого я вращаюсь, и моя мечта стать таким королем, чтобы весь мир вокруг меня вращался. И человек может с этой установкой жить очень долго и ждать эту луну, которая будет вокруг него вращаться. Но мы с вами перейдем во взрослые отношения, там, где появляется другой. Это другой может быть или учителем каким-то, не знаю, там по танцам, или же тренером, может быть преподавателем в университете, это может быть влюбленность, это может быть дружба. Но мы сейчас говорим про отношения не наравне, а отношения по схеме спутник и планета. Спутник вращается вокруг планеты. То есть человек может взбрыкнуть и уйти от родителей, не разрешать им давать советы, говорить: я вас больше не слушаю, не слышу, все, я самостоятельный и свободный, но при этом он построит
ту же самую схему с каким-то другим человеком. И тогда этот другой человек перемещается в центр мироздания, это другой. А личность, которая помечена как я, первоначально мыслит себя, отражаясь в этом человеке, а постепенно она скатывается до того, что уходит на периферию и начинает вращаться вокруг этой личности. Я думаю, что каждый из вас может вспомнить моменты, когда он в некой идеализации воспринимал другого как центр мироздания, как смысл жизни, то есть другой смысл жизни. Был такой мультик про поросенка и слоненка, и там слоненок поругался с ним, ходил и пел. При свете солнца и луны гуляю я поросенками, но мысли все мои полны одними поросенками. Вот это как раз момент зависимости от другого. И человек может в этой периферии этого светила находиться достаточно долго. То есть другой становится таким же фактором, как был взрослый, это тот, благодаря чему я живу, благодаря ради чего я живу, благодаря чему у меня есть смысл жизни. Например, люди, которые одни не заводят отношения, они интуитивно понимают, что если не войду в отношения, они будут вот такие. То есть они станут спутником и потеряют себя. Или же некоторые люди отказываются иметь детей только потому, что они боятся, что ребенок будет в центре, и они потеряют себя. Некоторые не понимают это интуитивно, но когда появляется другой, они входят сначала более-менее это равноценные отношения, а потом в какой-то момент я становлюсь спутником или другой становится спутником. Или же при рождении ребенка, даже ребенок, когда подрастает, он все равно центр моей вселенной, вся жизнь моя вокруг него. И пребывать в таком состоянии, в утраченном я, человеку достаточно сложно. Он в этом пребывает, но интуитивно все время хочет вырваться. И этот плен, он не физический. Человек даже может физически не жить с этим другим, но быть эмоционально привязанным. Например, родители, которые сделали ребенка смыслом жизни, они вот вокруг него вращаются, и у них нет своей жизни. И многие люди так живут. Они находят удовольствие в том, что другой – это смысл его жизни. Ну, такое вот решение они принимают. Некоторые получают даже удовольствие от того, что они угождают, от того, что они жизненно необходимы, они таким образом зарабатывают свою ценность и важность. И им их индивидуальность не нужна. Ну, потому что, понимаете, индивидуальность, она с ней как начнешь разбираться, а что я сам могу, а куда мне стремиться, так просто и понятно. Муж, жена, ребенок, родители. В центр поставил, заботишься, у тебя есть смысл жизни. То есть такой простой вариант. Но бывают моменты, когда в каких-то ситуациях другой может разочаровать, может что-то сделать. Например, муж может изменить жене. Или же жена может изменить мужу. И тогда все меняется, вся эта схема бурится, и как будто я уже не могу делать его центром Вселенной. Или же ты узнаешь, что твой друг за твоей спиной что-то плохое говорил. И вся эта схема бурится. То есть человек уже не центр Вселенной. Или же тот блогер, которого я идеализировала, поменял свою точку зрения, и вся эта схема рушится. И она рушится в реальности, а в голове-то нет, в голове это все остается. И человек переходит в ад. Он начинает жить в аду, в котором он по-прежнему думает о другом, он не рассказывает о себе без другого. Его мысли по-прежнему заняты другим, но это все в негативном контексте. То есть я не могу перестать говорить про своего бывшего, я не могу перестать говорить про своего начальника, я не могу перестать говорить про своего психотерапевта, не могу перестать говорить про своего мужа. То есть я, когда сдерживаюсь, еще могу не говорить, но если меня несет, я начинаю про этого другого, который по-прежнему центр моей вселенной, начинать говорить. Вот часто на психоанализе человек приходит и не может про себя рассказать без учета своей жены или своего мужа или своего ребенка. То есть этот третий лишний, он все время фигурирует. И человек не понимает, что происходит.
но он по-прежнему в плену, только уже в плену, где он жарится на сковородке, вот в этих ненавистных мыслях, которые его разрушают. И так бывает, что единственная возможность уйти от другого — это полностью его демонизировать. То есть для того человек не выходит на свою орбиту, а он демонизирует этот центр, чтобы выйти из этого притяжения. Он говорит гадости такие отвратительные, самое черное, что можно только придумать. И вот эта вот сепарация, она всегда болезненна. То есть только взрослый человек может идти из отношений, не демонизируя другого, без скандала, без ругани. Взрослый человек может спокойно понять, что вот наши пути расходятся. Там, допустим, если мужчина, женщина, и сказать, что спасибо за те годы, которые ты была рядом, и мы будем общаться, мы не чужие люди, но жить мы не можем. То есть это спокойное отношение к тому, с которым ты прошел определенный период жизни. И многие люди плодят так много сущностей, что у нас куча вот этих вот незакрытых схем, где они продолжают крутиться вот в этих вот адских всяких мыслях. И к чему я это все говорю вам? Не знаю, как вам, но когда я понимаю, что со мной происходит, мне гораздо легче это прекратить. То есть в первую очередь надо понимать, что вы в это попали. Так бывает, например, когда мужчина выходит за идеализированную женщину, а потом оказывается она не такой феей, и он, не понимая, что он находится в этой стертой своей индивидуальности, что он себя как спутник вел там в детстве, и теперь как спутник, он не понимает, почему он не может выйти от отношений. Или же молоденькая девушка вышла замуж за взрослого мужчину, и какое-то время она смотрела ему в рот, он был для нее гуру, потом она повзрослела, и все, надо уходить. И вот этот уход, если ты не понимаешь всех этих схем, закончится тем, что ты создашь себе очередного кумира. И единственной твоей мечтой будет, чтобы кумиром был ты. Поэтому люди, которые не привыкли общаться наравне, где наше наравне, сейчас найдем, вот наше наравне. Итак, люди, которые не привыкли общаться наравне, которые не вышли из зацикленности о себе, они попадают все время в эти странные отношения. Или ты будешь моим спутником, или я буду спутником, который будет вращаться вокруг себя. И в этом спутническом режиме достаточно сложно, потому что ты понимаешь, что ты не светишь уже своим светом. И этот свет, его необходимо приобретать, как про индивидуацию, множество видео, как выйти из мира имени себя и книга, если тоже множество видео. А об отношениях мы с вами поговорим более подробно на школе отношений. Она начнется в начале декабря, уже на сайте olgademchuk.org есть регистрация, так что будем, тут я вам так коротенько накидала, а мы на школе отношений будем все это разбирать более подробно, конечно же, с упражнениями и теме, как быть наравне в разговоре в отношениях, будет посвящено много времени на этой школе. Так что регистрируйтесь, приходите, и до встречи в следующих видео. И, как всегда, попрошу вас лайкать и писать комментарии, отзывы по поводу того, что вы думаете про эти все темы. Все, пока.